Всем доброго времени суточек, с вами Серафима Сан. И сегодня мы будем смотреть нашу любимую тему, что пошло нашим врагам после наших чисточек. Я дала большое количество времени, как вы уже увидели, чтобы все смогли почиститься. Кто-то сам, кто-то мою чистку крещенскую смотрел, кто не смотрел, смотрите предыдущее видео, пожалуйста. Там мы чистились на красной колоде мы и будем смотреть. 3 варианта загадали, я думаю, всем на красной колоде. Может, у кого-то повторение будет. Давайте по отдельности прям вот берем вариант и по отдельности будем ложить. Давайте начнем с первого варианта. Это у нас мудрецы. Так, вот этих вот здесь поставим. Вот, чтобы они нам не мешались. Так. И начнем. Мудрецы, здравствуйте, мои любимые. Совушки, хочется сказать. Совушки иногда заказывайте. Молодцы, заказывать умеете. Во вселенную, да? Хочу того, хочу этого. Хоп, исполнилось. Ну или раньше, может быть, так было. Может быть, вас, я вот чувствую, просто преграды какие-то были. Был какой-то период времени, когда у вас не получалось. Вот. Кто сейчас на каком периоде стоит? Давайте посмотрим, что пошло вашим клиентам, хочется сказать. Не знаю. Кто-то из клиентов ваших делал на вас. Такая информация пошла. Так, вот это будет особенное. Надо вот здесь 2 положить. 2. Так, здесь мы сейчас рассмотрим, кто что. Кто что, зачем, почему. Таро у нас. Так. Ну и церковные порчи, естественно, мы же... Кто-то делал сейчас на крещение, церковные порчи. Вот это, ух ты, прямо у вас прямо кровь, вампиризм. Кто-то прям вампирил вас, да? Ну вот это назад пошло. Замечательно, давайте. Раз она выпала сама. Сейчас мы еще что-нибудь. Вот такие-то дела. Почему-то у меня с вами такое настроение. Как пришла, так и ушла почему-то идет. Вот такие-то дела. Ну, кто-то делал, откуда пришло, туда и пошло, да? Почему-то она. Женщина, что ли? Тут какая-то женская энергия точно есть. Ух ты, и чисто, главное. Прикольно. То есть тут влияли на ваше будущее и время. Вот это им пошло. Прям по времени долбали, хочется сказать. Извините за выражение, я разговариваю так, как чувствую вашу энергетику кого-то из вас, не прям. Вот, кто-то так разговаривает на будущее. Тут то ли порча на измену именно по любовной сфере, может быть просто по другой сфере. Там работа, да, что подставили, измена, да, там еще что-то, какие-то другие сферы. Тут могут быть разные сферы. Так, а вот эти вот что пошло? Ух ты, по силушкам пошло. И на благословение высших сил. Вот многим делали. Вот. Чтобы не получалось, чтобы высшие силы не слышали, да? Вот какие классные порчи пошли. Молодцы. Подарочкам на крещение, да? Крещенские такие у нас. Вот, давайте мы их сюда вот положим, как основные, да? И время. Ну и все, чисто мы уберем. Ну, чисто, скорее всего, это у вас, это про вас. Что у вас чисто, а вот это все туда пошло. Так, что у нас... Давайте потом церковные посмотрим. Кто вообще у нас тут? Ух ты, тут маг у вас какой-то, видите? Ну, как всегда. Вот эту Нецки маги выбирают. Давайте вам красивую сочную картину, что-то у вас не сыпется. Потихоньку к ним будет идти вот это все. Не сразу. Вот. Если бы она вот так опала, значит сразу. Так, рыцарь Пентаклей тут. Какой-то маг из прошлого. Знаете, вы его должны знать. Из прошлого кто-то.
То есть это не тот, который вот вы не знаете там. Еще какой-то ученик, боевой маг ранга поменьше. То есть вот так вот. Вот она парочка. Маг и ученик. Вот такие-то ваши враги. Так, давайте церковные порчи посмотрим. Ух ты, тут на воскрешение. Ну, как всегда, вот она, видите? Благословление почти то же самое. Чтобы вы не смогли воскреситься, вот как он там, чтобы не отсвечивало. Заговор от наведения с глазом пьянства. Ничего себе. Вот такую порчу вам делали, чтобы вы не смогли пьянство с кого-то убрать. Или же с себя. Смотрите, кто у вас там. Вам постоянно на алкоголь какой-то делают. Ну, вот эту не буду читать, вы сами прочитаете, да? Замечательная порча, да? То есть мужчина это вот так идет, женщина это вот так идет. Вот. Ну, мах, видите, не вышло ж женщина, мужчина. Отпевание заживо тоже пошло. Кто-то именно делал какие-то, может, погостные работы, отпевание заживо. Вот это вот все пошло. Замечательно. А что, будем узнавать, кто этот мах? Мужчина, женщина. Интересно вам или нет? Давайте посмотрим. Это перевернулся. В подвешенном состоянии сейчас. Ай-яй-яй, как же нам жалко, правильно? Ух ты, иерофант тут еще. Мах иерофант, который, возможно, в бывшем священнослужителе этот мах может быть. Вот. Также он может быть просто себя добрым таким вот. Восхваляет, у меня идут такие слова, восхваляет себя. Что может сам и не являться светлым и пушистым, правильно? Тут еще королева Пентаклей с ним. И вот тут у них прямо работа со смертью. Представляете, вот почему у них идет отпевание заживо. Они какие-то то ли погостники, то ли, вот видите, смертельные работы у них. С землей работают мертвые, там что-то такого плана. Но именно вот прям со смертью я это прям вижу. Рыцарь чаш. Ух ты, какие безумные. У них здесь с кукухой что-то, с головой. Это не обнуление, это что-то у них не в порядке. Да, вы знаете, какие-то иллюзии у них. Они еще пока не поняли, что к ним пришло. Сейчас поймут. Они пока вот так вот, ну, в сумасшествии каком-то. Знаете почему? Потому что они думают, что у них все получается. Смотрите, рыцарь мечей рядом. Что они, посылая, да, работу делают рыцаря мечей. Вот это вот нищету себя. Тут может быть и финансы, а может быть в чем-то еще. Вот. Может, по силам нищета им не хватает, поэтому по силам он им и пришло. Рыцаря чаш отправляет, рыцаря мечей. Вот. И ничего не получается. Они пока, ну, не понимают. Не понимают. Ну, давайте почему-то на этой колоде хочу у вас. Здесь еще кто-нибудь может. Ух ты. Вот силы наблюдают за ними. Здесь моя карта собственная. Наблюдение высших сил, девочки, мальчики. Долго наблюдали высшие силы за этим вот. Да, король жезлов. То есть, смотрите, королева пентаклей, маг, ученик, король жезлов. Вот маг кто? Больше похоже, конечно, что маг это мужчина, потому что он жезловый вышел, такой активный. А королева пентаклей, возможно, заказчица. Она вышла именно пентаклью, потому что она богатая женщина, может быть, какой-то пост она... Вот на королева пентаклей, чтобы вам было. Где она? Куда-то запряталась. Вот она, кажется. Вот. Какой-то она пост, возможно, занимает. Может, замужняя, там, за хорошего мужчину замуж вышла. Но что-то у нее такое есть. Вот пентакли же не зря возле нее, правильно? Смотрите, что вот больше подходит под вашего врага. Вот. А король жезлов это маг, к которому она обращалась. Вот. Тут они пытались сущности остановить, которые к ним пошли. Видимо, в прошлый раз вы им уже посылали. Они не поняли. И королева жезлов. Ух ты, да тут парочка, смотрите. Смотрите. Так, тут правосудие к ним пришло. По правосудию их обнуляет. Вот эта карта моя обнуления. Плюс.
Вот здесь вот минус, не знаю, видно вам, а здесь плюс. Получилось. По правосудию их теперь обнуляют. И они вот помощи просят. Видите? Как уже от сущности. Они хотели их избавиться от них. Смотрите, карта вот, избавиться. Вот так вот рукой. Вот так вот. А вот они к нему обратно пришли. И вот они уже плачут, бедные. Не знают, что сделать. Смотрите, как тут пошло. Если кто-то хочет именно точно знать правду. Тут вышла парочка, король и королева жезлов. Возможно, это пара семейная. Возможно, это не семейная, а они родственники, потому что выходит иногда. Одной масти это когда там мама, папа, к примеру. Ну, образно говорю, да. Брат, сестра, они одной масти выходят. Бывает такое. Вот, это может быть троица, а может быть это же королева Пентаклей, она же королева жезлов. То есть и она же еще и магичит. То есть несколько вариантов тут может быть. Понимаете? У кого-то сама умеет, ну, кто, может, знает врагов, вы же не первый раз смотрите. Песок не хочет сыпаться. Потихоньку будет, поэтому они еще в иллюзиях сидят. Вот. Как-то вот такие ваши враги, солнышки мои. Давайте мы еще посмотрим. Еще одну церковную порчу хочется. Вот эти две почему-то вышли, я хотела. Порча на заклинание, на экзорцизм, на отчитку не смогут сделать заклинание. Я говорю, тут по силам. И тут по силам, по магическим силам им пришло. Тут не по физическим, потому что тут у вас все маги. Вот как-то так. Вот, помедитируйте. Замечательно, солнышки мои. Я вас поздравляю. Нас поздравляю, кто смотрел мою чистку. У нас все получилось. По силушкам перекрыли. Благословения у них нету. Будущего нету. И вот тут со временем проблемки у них. Так, еще загадайте. Забыла я вначале сказать. Хотела на картах погадать вам сюрприз. Загадайте какой-нибудь вопрос. Поставьте, может быть, на паузу. Я вот на этой колоде вам хочу просто... Вопрос к Вселенной. Это новая колода. Я на другом канале уже... Вот пока вы загадываете, и подсказочку вам какую-нибудь. Вот просто у кого-то сейчас, вот я чувствую, есть какой-то вопрос. И я вам вытяну пару карт и подсказочку вам дам. На другом канале я уже там сделала. Все, давайте. Раз. Ух ты. А вам почему-то один. Видите, пустая карта. Вам не надо много подсказочек почему-то. Вы и так все знаете. Одну только. Давайте. Постарайтесь сгладить острые углы. Почему-то вот такая вам подсказочка. Ну вот. Как-то так, солнышки мои. Что вам хорошего идет по традиции? Вначале забыла сказать. Сегодня хочу, раз бумеранги, значит, все-таки хорошее должно что-то открыться. Что вам открывается после этого? Возможно, если там по магическим силам пришло, кто маг, возможно, у нас, ну тогда у нас, значит, по способностям улучшения может быть. Вот. Я так чувствую. Ух ты, у вас какие-то города открылись. Европа и Азия. Не знаю, открытие. Что-то вы откроете. Что касается Европы и Азии. Какое-то открытие будет. Я не знаю. Лазейку какую-то. Смотрите сами. Ну, примерно могу сказать, что если кто-то из магов, может быть, кто-то просмотрит ситуацию, например, ченнелингом занимается, да, что будет в Европе, в Азии, будет на днях рассматривать. Почему, как вариант? Будет и какое-то открытие, вот, какой-то лазейки узнаете. Может, что-то вы хотели через эти страны сделать. Для обычных людей, может быть, какие-то документы. Давайте одну карту. Примерно, хотя бы не у всех, но я чувствую, что вот якорение. У кого-то, может, переезд, может, что-то с документами не получалось. Вот получится у вас с документами якорение какое-то. И вот именно касается этих двух стран. Смотрите, может, одна будет, через одну будете документы оформлять, а закрепитесь другой. Если никто никуда не собирается, не знаю, может, какие-то товары вы купите. Или просто, понимаете, все, что угодно может быть. Вы просто посмотрите какое-нибудь видео на YouTube, да,
азиатское, может быть, или что касается Европы. И что-то для себя поймете в голове. Лазейка это может быть по поводу какой-то мысли прямо что-то, вот как-то вот так вот. Но для вас это важно. И вы начнете с жонглерства, это вот вы начнете уже как-то думать, определитесь о чем-то. То есть вы раньше как-то метались с одной планеты на другую. Это я вот так образно говорю, планеты, да? Это могут быть ваши мысли, ваши желания. То есть, и вы как-то с чем-то определитесь. Понимаете? То есть или психологически, или физически, или ментально. Вот как-то так, солнышки мои. Вот так захотела вам сегодня погадать. Так, ну что, ставьте лайки, пишите комментарии. А мы перейдем к другому вариантику. Так, наша красная колода. Так, медвежатки почему-то просятся. Но медвежатки были третьими. Все. Хотела сказать медвежатки. Здравствуйте, мои дорогие драконы. Давайте для вас, как будет сыпаться... Ух ты, чуть не упали карты. Что-то у вас начинается такое. Чуть карта не задела. Как будет сыпаться песок, с такой скоростью будет идти бумеранги вашим врагам. Ух ты, сами карты выпали. Вы видели? Представляете? Вот это азарт какой-то. И это только начало. Ну, давайте сейчас. Хотела еще кое-что сказать. Вот сейчас. Подождите минуту. Вот колода новая. Задайте какой-нибудь вопрос в самом начале, пока идет расклад. В конце я вам дам подсказочку. Ответ на ваш вопрос. Вселенной просто. Запрос какой-нибудь. Вопрос. Что-нибудь так. Какой-нибудь там. Ну, пусть она тут лежит. Пока что. И посмотрим, что к вам хорошего идет в самом конце, как мы раньше делали. Посмотрим. Что-то сегодня захотелось. Раз бумеранги идут, значит, у вас какие-то улучшения должны быть. Но смотрите, не притягивайте. У кого нет улучшений, или то смотрите тогда, есть ли на вас магия. У меня там много очень всяких раскладиков. Так, начало, будущее, время. Тут у вас тоже время, видите, то же самое. С первого варианта вот эти две карты пришли. Тут еще надо чуть-чуть вам подробненько. Сейчас, я вам все скажу. Тут воздействовали на ваше будущее. На то, чтобы у вас даже изначально ничего не получалось. На ваше время. То есть, ну вот только вы подумали, хорошее. И они у вас это хорошее украли, у них исполнилось, у вас не исполнилось. Тут вот у меня так идет. Так, сейчас колоду уберу. Так. Также, ну я же говорю, да, я пока карты еще не смотрела. Вот. Контролировали ситуацию постоянно, влияли на ваши мозги. Вот такие бумеранги им идут. Вот этот контроль ситуации вы сняли, не знаю, кто им будет контролировать, темные, светлые, еще какие-то силы. Но вы сняли с себя ихний контроль. Теперь под контролем они у высших сил. Влияли на рост сознания. Вот это вы вернули. Паучьи порчи. Порча на зависимость. У кого-то какая-то была зависимость. Смотрите сами, да? Разные бывают. Ну, замечательно. Паучьи порчи – это очень серьезные порчи. Рост на сознание кому-то влияли, да, чтобы вы не развивались. У нас там выходила даже порча на гения, да, была. Успех и горизонт, чтобы вы за горизонт не выходили, да. Вот на это влияли, на ваш успех, чтобы вы, говорю, вот вас именно запирали, чтобы вы вот просто даже вот вообще ничего не смогли сделать. Изначально, вот прям вот тоже даже не зарождалось у вас ничего, понимаете? Настолько у вас блоки. Ну вы вот это сняли. Так как эта карта вышла, вот это сняли. И что здесь? Отворот. Я же говорю, вот так, вот это мы спрячем. Отворот вам делали постоянно, чтобы успех к вам приходил. Так, ну давайте так мы посмотрим еще поподробнее. Сейчас мы эту вот сюда положим. И это вот как... Почему карта азарта вышла? Это у них была такая игра. То есть это было не за что-то, а просто вас заблокировали, чтобы у вас все ваше хорошее забрать, да? Вот как-то так, солнышки мои. Хочу вот так вот. Чтобы нам ничего не мешало. Так вот чуть-чуть видно и ладненько.
Пока вопрос загадывайте, пока я тут... Так, так, так. Посмотрим, кто здесь у вас. Что здесь у вас? Так. Ага, тоже тут высшие силы над ними наблюдали. Тоже карты вышли. Как они вот этих вот бесятину эту останавливали периодически. То есть к ним прилетало и не раз. И они останавливали эту бесятину. Так, сейчас вам картину. Лично на ваш вариант, чтобы посмотреть, как тут, что у вас. Так, что здесь идет? Ух ты, императрица тут, видите, высветилась. Возможно, с учеником каким-то. Паж мечей тут вышел. Возле этой императрицы есть ученик. Ну, раз мечевой, то, может быть, это и мужского плана, или девочка какая-нибудь, девушка, которая с такими мужскими качествами. Так. По дьяволу тут. Угу. Все дьявольские работы, кстати, у меня как-то было. Мы снимали. Вот. Кто смотрел мою крещенскую чисточку, то вот у нас получилось снять. Вот это дьявольские работы. Вот сам дьявол вышел. Вот. Темные вот эти работы. Тут что-то с бесятиной связано. Видите? Она за ними назад пришла, вернулась к вашим врагам. Это бесятина. Вот она, обратно императрица. Во второй колоде проигралась. Тут у вас прям императрица с учеником. Вот они. То есть она даже не скрывает, не знаю, у нее какие-то не проглядываешь в нее, что ли, нету. Как-то странно вообще. Странно. Не может быть же две императрицы. Две такие. Вряд ли. Это одна императрица. Так. Сейчас мы посмотрим. А, это один из эпизодов. Вот это один из эпизодов. А это уже следующий. У вас не один враг. Смотрите, императрица с учеником, ученицей. Тут по страшному суду прилетела. Вот он, страшный суд вышел. Вот. Следующий эпизод. Давайте вот карту это положу. Это моя карта говорит, что это один эпизод. У вас тут несколько вышло. Тут кто-то из прошлого хотел исцелиться за счет вас. Вот постоянно каких-то вам демонов подсылали, я не знаю, бесятину какую-то, чтобы они вас воздействовали как-то на вас. Тут король Пентаклей, не знаю, то ли это мужчина этой женщины императрицы почему-то, но они как-то чем-то связаны все-таки, мне кажется. Вот я прям вижу ниточку между этой императрицей, вот она императрица, и этим королем Пентаклей. Ну, знакомы они точно. Вот. Но тут именно месть именно этого короля Пентаклей. Что тут еще вышло? Королева жезлов. Вот. И что-то они по интернету заказывали. Какую-то работу. Вот тут карта мира, чтобы вас заблокировать. И вот этот король Пентаклей с какого-то прошлого. Вы его знаете. И королева жезлов. Эпизод такой вот вам показали. Ух ты, ой, вот вариант у вас много. Я помню, дракон, как-то было очень много нападений у вас. Целая стая. Ну, вот так стая и идет. Стая и получила, солнышки мои. Все эти коршуны. Вот, какие паучьи порчи. О, крах тут. Только хотела сказать им, там по полной пришло. Посмотрите. Да, вот смотрите, карта. Целый коллектив. Это с работы. Это моя карта. Вот здесь коллектив карандашиком подписано. Это с работы. Смотрите, с обычной физической работой. Или же, если вы занимаетесь магическими какими-то действиями, то это вот вам преграждали. Так, но вы этого не должны узнать были, потому что карта «Хватит» вышла. Вот эта карта «Хватит», смотрите. Интересно, как вышла. А вот этого вы не должны были узнать, что это сработает. То есть получается, что мы сейчас их непроглядик-то сняли. Высветили высшим силам еще раз. Крах, обнуление. Тоже моя карта. Крах, обнуление подписала. Полный крах. Вот этому королева мечей, король пентаклей. И вообще это коллектив. Еще кто-то спрятался. Вот. Луна. Какие-то тут, возможно, даже, ну вот, смотрите,
Туз кубковый. Это или по любви влияли, или же это на ресурсы. Но мне кажется, тут ресурсы. Ресурсов ваших захотели. Да, солнышки мои? Ночью. Ночью он придет. Вот этому вашему коллективу. Король Пентакли, королева... Куда ты падаешь, королева мечей? Она не хочет, чтобы вы знали. Представляете, упала у меня из рук. Она прямо... Вот этот король мужчина прямо, ну... Он как бы и не... Если вы знаете, как бы и не скрывает. Может даже вам и сказать. Вот такую энергию чувствую. А это прямо как крыса какая-то. Она вот скрывается. Не-не-не, я тут ни при чем. Я тут вообще мимо проходила. Вот как-то вот так вот мне идет. Кто еще тут задействован? О ты, ну ты. Ну, у кого-то у меня проходил как-то такой расклад. Это арендодатель. Или у кого вы снимаете квартиру. Соседи по бизнесу, по участку, по дому. Вот что-то с этим связано. Вот им прилетело. Хоть тут и работа, да, коллектив, да, но работа арендодатель, да, к примеру. Тот, у кого вот им прилетело. Рыцарь жезлов прям поехал. Крах. Тут полный крах. Тут даже рассматривать отдельно каждую порчу не надо, солнышки мои. Тут просто крах. Вот. Больше вот даже раскладывать не надо. Понимаете? Башня тотальное замирание, хочется сказать. Замирание. Знаете, песок не сыпется. Ой, вообще. Но у них будет это как-то неожиданно. Они пока еще не знают. Что еще вам интересного? А давайте церковную порчу, раз у нас же церковные порчи они делали. Сейчас мы посмотрим. Вот и вскрылось, что это вот оказывается так. Любовный фанатизм. Знаете, соседка просто может. Арендодатель это просто соседи. Да, по работе. Как я говорила, два ларька вместе стоят. И все. Вот как-то так. Образно. Так, ну вот что еще? Прям сильно-сильно по-церковному прям прилетело. Ух ты! Переворотный брак какой-то у кого-то был. Но все-таки любовь, у кого-то и любовная есть. Туз кубков не просто так вышел. Это всегда или любовь, или же ваш ресурс. Значит, это любовь. Любовный фанатизм, порча у вас была, вернулась им назад. Приворотный брак. Греховный приворот какой-то. Ой, ну вообще просто жесть. Все по любви прилетело. И вот надо водосвятие. Все это делалось на воде, и все с водой, что сделали, может, кто-то заговор такой. Все, что на воде сделали, по воде им назад. Вот как-то тут вот такая идет. Еще хочется что-то еще спрятали. Вот прям какой-то такой серьезно. Вызывание гения. Вот-вот. Я именно такую порчу и говорила. То ли в первом варианте, уже не помню, или вам в начале. Слепая судьба. Вот что вы сняли. Вот это классно. Это подмен судьбы, когда вы проживали вообще другую судьбу. Вам подложили ихнюю, старую, может, какую-нибудь бесфинансовую. Понимаете? Вот так вот. Бомжа просто какую-нибудь. Судьбу без любви и со здоровьем проблемы. А вы это назад вернули. У вас должно быть сейчас улучшение. Вот. В этом плане. Ждите улучшений, солнышки мои. Давайте мы ответ на вопрос. Я вам сейчас... Кто вопрос Вселенной задал? Сейчас я вам ответ скажу. Тут замечательный расклад. Прям вообще много чего вышло. Вот такой. Подсказки вокруг вас. Представляете? Вам карты говорят, что вы не слышите подсказки. Они везде вокруг вас. Представляете? Подсказки вокруг вас. Так, что еще вышло? Найдите силы для кардинальных изменений. Относитесь ко всему проще. И все. Вот как-то вот такой вот по поводу вашего вопроса. Это даже может быть вообще общее. По всему. Это самый классный ответ, солнышки мои. Ну все, тогда переходим к другому варианту. Я вас поздравляю.
Дальше будем просматривать, кто, что и как. Ну вот эта свора огроменная просто получила. Не знаю, очень сильно. Полный крах. Замечательно. И все дьявольские работы мы отожгли. Может, вы отожгли. Кому обращались? Будем дальше просматривать. Так, сейчас мы перейдем к другому варианту. Где моя колода? Ага, вот она. И медвежатки у нас просились, медвежатки. Медвежатки давайте. На красной колоде будем гадать. Ладошки наши. Здравствуйте, медвежатки. Давайте посмотрим, что у вас. Так, картину вам. У всех почему-то медленно, потихоньку идет. Как же у вас? У вас, возможно, и быстро. Сейчас посмотрим. Что пошло врагам на ладошках наших? Чистились? Чистились. Все крещенскую чистку посмотрели. Не все почему-то. Вот посмотрите последнее видео. И сейчас мы посмотрим, что пошло. Или мы чистились, или вы чистились. Замечательно. А вот здесь хотят что-то спрятать, завуалировано. Одну вот так положу, главную вот так вот. Вот прямо главную. То, что они в тайне скрывают. Потом посмотрим, интересно прям. Ух ты, порча на ссору. О, замечательно. Да, у вас прям по любовной теме, по отношениям было, я помню, медвежатки страдали. На семью, на будущее влияли. Вот что вашим врагам пошло. И порча на время во всех трех вариантах почему-то проигралась. Представляете? Вот по семье. Это вообще замечательно. Может, кто-то чувствует или нет, что может меньше ссор стало. Кто не чувствует, тот чуть попозже, может быть. Ну, у вас посильнее чуть-чуть сыпется песочек. Уже почти весь. Так. На будущее влияли, не смогут влиять. На жизнь вашу, на время. И на идеи ваши, кстати. Вот тут у вас какие-то периодические идеи были, может быть, там по работе или вообще по творчеству, да, а у вас их крали. Вот ваши идеи вы отстояли. Вот так тут идет. Так, сейчас мы посмотрим основную. Здесь вот у нас, кто, может, не запомнил. Ой, какой довольный медвежонок. Я не знаю, я вижу, что он улыбается почему-то. Но тут побыстрее будут идти к вашим врагам. Ой, вот это спрятать. Апоя кормы. Смотрите, кому пирожки носили, кому какие-то водовороты почему-то идет. Водовороты. Что-то с водой связано. Кому-то что-то с водой приносили. Может, алкоголь. Как-то у меня в прошлом было видео, что там бутылочку винца принесли, да, когорчика вот там на празднички. И вот это было сделано, а вы почему-то как-то почувствовали, вот это убрали. Или просто общую чистку делали. Но вот почему-то это вам хотелось показать, это важно. Апоя кормы. Вот. Так. Может, кого-то просто свекровь вкусными салатами кормила, а на самом деле это... Так, давайте посмотрим, кто. Почему-то тут мальчики тоже будут смотреть. У кого-то не свекровь, у мальчиков это теща называется, да? У девочек свекровь. Почему-то что-то тут такого, какой-то процент этого будет, я не знаю. Я так чувствую. Ух ты, сам дьявол вышел. Вот, ну ты. Тут какой-то эпизод. Это один эпизод. Вы сняли какие-то дьявольские работы. Вот. А вот это что вот интересно? А это другой эпизод уже идет. Какие-то договоры. Еще один раз дьявол вышел. Представляете, тут вообще просто именно дьявольские работы были. Два дьявола вышло в начале и в конце. То есть тут один эпизод дьявольских работ и другой эпизод дьявольских работ. А вот это, мне вот что-то кажется, это важное. Это по поводу чего? Вот она отказывается, посмотрите. Тут что-то такое интересное. Первый эпизод. Давайте рассмотрим. Чуть-чуть. Мне вам хочется. Угу. Угу.
Вот, страсть, пантеон богов. Сейчас. Какие-то кармические работы. Это врагу так пролетело, и он говорит, не-не-не-не, нет, я не хочу, не хочу. Что-то по карме от пантеона богов и мужских, может быть, вы работали. Или просто высшие силы решили вам помочь. Мужские боги вам помогли. Тут со стихией воды что-то связано. С водою. На воде вам что-то делали. Вот, опои, окормы, понимаете, на воде. Ну, вода и алкоголь же тоже может быть. Все что угодно. Сок там, любое. Вот. И что-то кармическое там было в этом подарочках в этих. Это по поводу опоя, мне кажется. На имбол к вам делали вот. 1-2 февраля делали. За этим долго наблюдали высшие силы. Поэтому пантеон богов вам решил помочь, потому что долго наблюдали. Ну, времени, да, прошло уже. Скоро имболк обратно, да, кстати, кто не знает. Вот. На будущее влияли. Не зря у вас карта будущего тут тоже вышла, кажется. Вот она, будущее. На будущее влияли. Ну да, тут ритуал был на поиск любви партнера. Возможно, это вы делали. Такой ритуал, чтобы у вас, у кого, например, ссоры постоянные, да, улучшения, да, это просто ритуал на любовь, на улучшение. У кого нет суженого, делали, вот привлекали, да, на любовь. Поэтому им вот это все назад и пошло, солнышки мои. Тут вот так вот идет. Вот, обратно кармическая ситуация, карма, понимаете? Вы сняли какие-то, у вас именно вот напор идет на то, что кармическая ситуация, карма какая-то, то, что было не ваше, вам прямо вот что-то свое налепили. Возможно, венец безбрачия, порчено одиночество тут было. Вот это вы что-то снимали. Даже, возможно, какие-то не то, что кармические, именно родовые проблемы какие-то. Вот тут вот так вот проходит, солнышки мои. Так, ну с этим мы разобрались. То есть для них было как-то неожиданностью, что к ним это пришло от дьявола самого же, да? То есть они по дьяволу делали, и к ним от дьявола пришло. Вот эти две карты вообще просто интересные. Вот почему. Вот. А вот, кстати, моя карта подписана, не видно было. Знаете, кто это? Я же говорю, бывшая жена, родственница, брак, у которой соперница. Вот тут вот так вот мне идет. Бывшая жена или мужа, соперница какая-то, родственница, у которой, возможно, есть общие дети. То есть у вас сейчас может мужчина, с которой бывшая вашего мужчины, понимаете? И у вас есть общие дети. Вот что вышло. Почему я и чувствую женскую энергетику. Вот. Совместно с какой-то еще женщиной постарше. Мне не зря идет теща свекровь. Так. И следующий эпизод. Тут договоры какие-то со звездами у них было. На ваше, не знаю, Паш Пентакли, это обучение какое-то. На ваше обучение и развитие все равно идет. Вот так вот тут идет. Давайте на этих же картах. Ух ты, выпала сама, даже не скрывается. Королева мечей тут идет. Из прошлого, из детства, кстати. Вот. Королева мечей из прошлого, из детства. Смотрите, это или какая-то вторая. Вот эта карта у меня вышла, что это бывшая соперница. Вот так вы ее положим сюда. То ли это одно и то же лицо. Но вы знаете это с детства человека этого. Представляете на семью. Может, вы когда-то давно одного парня выбрали, вы вышли за него замуж, и она вот все до сих пор мечтает. Но у кого-то может быть такой вариант, понимаете? Так. Что здесь идет? Еще договоры какие-то.
Договор один. Договора какие-то. То есть вы разрушили какие-то договора ихние на вас. Тут тоже влюбленная тема. Вот, чтобы вы по влюбленности никуда не пошли. Говорю, тут или холодная постель, винись безбрачия, что-то такого. Вот одиночество. Вот этого вы сняли. Ух ты. Так, тут они помощи уже просят. Тут уже пришло. Говорю, видите, песок быстро сыпется. Вот тут уже пришло. Тут еще замешан какой-то сын или брат. Тут идет, знаете как? Тут прилетело по ихнему или ребенку, скорее всего, ребенку. Ну, в каком-то процессе, может быть, типа брату. Вот эта карта моя. По правосудию прилетела. Тут что-то с работой связано. Вот как-то так. Тут борьба была. Через ваших детей, возможно, воздействовали. Вы это сняли со своих детей. И к их детям прилетело. Вот так. По сыночку прилетело. Король мечей. Король пентаклей. Ничего себе. Говорю, по сыночку. Интересно. Сейчас мы просмотрим, что тут еще у нас идет. Еще два короля мечей. Ух ты! Тут какое-то прощание. Посмотрите, я просто в шоке. Две карты прощания, как бы одинаковые. Но здесь идет расшифровка. На расстояние давно не общались и расстались. То есть с одним из этих королев почему-то идет. Может, фамилия Королев у него? Я не знаю, как я так смогла сказать. Королев. Вы расстались давно уже. На расстоянии. Тут две карты. Видите? Посмотрите. Вот уезжает кораблик. Или с королем мечей, или с королем пентаклей. Это у кого-то бывшенький. Вы расстались. Ну, как-то так. Карта семьи. Так, здесь у нас что? Угу. Тут погостные работы с мертвецами были. Призрак, сущность. Но я говорю, если порчено одиночество, то вам делали сущ к вам, привязывали, чтобы вас не любили. И чтобы мужчина видел эту сущь и пугался. То есть, мужчины к вам не подходили. Понимаете? Вот. Ну, как-то так. Тут какой-то мах из интернета обращались. Чё себе. Ну, я вам тут подробности. Личный расклад, так сказать. Мах из интернета. К нему обращались, чтобы у вас был полный крах. И эта карта погостные работы. С пригрозами, с мертвецами. Вот это вы сняли. Ну, замечательно. У меня там было как раз... Ну, может, вы обращались к кому-то, понятно. Ну, в моей чистке было. Там погостные работы были. Вот. Вот так-то. Угу. Так, а что церковное пошло? Сейчас посмотрим. Что-то прямо сильно церковь. О, гипотетический приворот. Представляете, сняли. Вот это им пошло. Порча на хранительную молитву им пошла. То есть они не смогут защиту себя поставить. Элементарный, вот идет карта, элементарные методы защиты. Вот, понимаете, и охранительные, элементарные. Что-то у них с защитами не смогут. Какой-то заговор был особенный. Сакральная магия им не поможет. Вот так. А то мы все на негатив просматриваем. Сейчас что им пошло вот на этих картах? Абракадабра порча такая пошла. Ух ты! В войнах магов они не смогут побеждать. О, карта прикольная вообще. В войнах магов не смогут. Отпевание заживо. Я говорю, погостные работы, отпевание заживо вы им назад послали. Вам делали с фотографией. И духи стихии с ним работать не будут. Вот это замечательно. Вот, как-то так. Но почему-то... Смотрите, еще сюрприз вам. Сейчас я вам еще какую-то вот на этой колоде пару карт вытащу. Но вы пока загадайте вопрос Вселенной. Это новая колода. Я на другом канале Истина Оракула уже сделала.
раскладик. Что вас интересует в данный момент, я вам подсказочку дам от Вселенной, солнышки мои. Пока загадывайте, сейчас я вам еще какие-то подробности. Хочется на этой колоде что-то такое вам хотят передать. Особенное. Так. Ух ты, жаба тут. О, жаба. Жаба. Печать краха к ней вернулась. Вот церковные работы. Вот она ездила. Тоже обращалась к какому-то... Тут какие-то церковные работы, церковнослужителю. Или сама ходила в церковь, что-то там наговаривала. Печать краха вам делала. Вы ей вернули печать краха. Представляете? И вот у нее сейчас вот разбитое сердце такое вот. И здесь тоже интересные карты. Сейчас поближе вам, чтобы... Тут она встретится с тем, что у нее будут ошибки в магии, что духи рода ей не помогают. Представляете? То есть духи рода отворачиваются. Ну, тут замечательно. Вот что вам хотели сказать. Видите, никаких особо порч не вышло, таких вот. Тут именно, чтобы вы успокоились вот в этом плане. Ну, смотрите, кто не чувствует, что у него какие-то уже слегка полегче стало, может быть, что-то там в семье улучшилось, то, ну, значит, тогда на негатив смотрите, солнышки. Ну, или чуть-чуть еще подождите, может, не дошло до вас. Вот, разбитое сердце. Ну, замечательно, солнышки. Давайте я вам подсказочку, да? Так, ответ на ваш вопрос. Так, сейчас. Да. Еще одно. Вот это прям горит. И вот это горит. Ой, вам тут что-то по психологии надо проработать. Очень много идет. Прям хочется вам советы давать. В предыдущих я только одну карту выложила. Сейчас мы все вам расшифруем. Тут написано: вы слишком зациклены, отпустите ситуацию, решение придет. Вот как-то так. Все в ваших руках. Не забывайте. И постарайтесь гладить острые углы, если сейчас какие-то, может, суды, проблемы или еще что-то, да. Тут, видите, бывшенький какой-то мужчина, которого вы сдали, да, ранее. Отпустите ситуацию, попробуйте сгладить острые углы, не знаю насчет чего вы там. Ну, я так примерно говорю, не знаю. Я прям вижу, что у кого-то и развод какой-то. Будьте внимательны, скоро могут произойти большие изменения. Вот так. Вот это поворот, да? Классно вообще. Не торопите события. Понимаете? Вот почему я говорю, кому не пришло, кто не чувствует, может быть, чуть-чуть подождать надо, да? Сейчас у нас скоро будет луна меняться, да, сейчас растущая луна, полнолуние, может, ближе к полнолунию у вас будет что-то такое проявляться. Ну, посмотрим. Пора действовать активно. И вот после того, пока не торопите события, смотрите, тут идет так вот, по чуть-чуть. Сначала отпустить зацикленность ситуации, и решение придет, что вам делать, да? Я сейчас расшифрую с самого начала. Потом вы почувствуете, что все в ваших руках, когда в решение придет. Постарайтесь гладить острые углы, да? Потом могут быть изменения. Будьте внимательны, что скоро могут произойти большие изменения. Вот, ну, не торопите. Они придут, но постепенно. И после этого, когда события придут, пора действовать активно. Но при этом сохранять спокойствие – это лучшее, что можно сделать сейчас. Понимаете? То есть, возможно, спокойствие в каком плане? Не рассказывайте о своих улучшениях кому-то там. Ой, я там лотерейный билет выиграла, к примеру, или еще что-то. Ой, я там все-таки мне получилось там обменять квартиру там при разводе, к примеру, откусить больше кусок почему-то идет. У кого-то так, может быть. Вот, какие-то же лишние, может, проблемы. Или еще. Кто что загадал? Смотрите, я это образно говорю. Не рассказывайте никому. Спокойствие и ждите еще других изменений. Вот как-то так тут.
Ну, будем просматривать, как там они, что там, солнышки мои. Так, еще сейчас что к вам хорошего идет прям вот ближайшим. Давайте посмотрим. Ну, не совсем ближе, вот это вот почему-то. Создание планеты. Вот когда вы решение какое-то найдете, и тогда, когда вы все отпустите, не будете зацикливаться на на каких-то проблемах, то у вас пойдет что-то новое. То есть все зависит, мне кажется, в большинстве. То есть как бы какую-то часть вы почистили, да? Может быть, это не все, может, еще какие-то есть клиенты почему-то идет. Какие-то еще враги другие. Да мы пока рассмотрели вот эту свору. Вот. Создание планеты. То есть у вас какое-то второе дыхание откроется. И какие-то улучшения пойдут. Но надо все равно быть начеку, чтобы и даже эти улучшения никто не смог украсть. Чистки надо всегда делать периодически. Ух ты, якорь и якорь, два якоря. Ух ты, ну интересно. Вот приход птицы, какие-то вам известия идут. Как? Как создать что-то новое, что вы там давно мечтали, там к чему-то шли, может, у кого-то покупка дома, у кого-то еще что-то там. Я не знаю, как вот выйти вам с какой-то трудной ситуации. Приход птицы. И тут по поводу какого-то якорения. Посмотрите, мужчина и женщина. Я не знаю, может, вы уже новенького себе нашли, а это старенький вам вечно мешает. И поэтому у вас ссоры в семье постоянные. Якорение мужчины и женщины. Я тут вижу, что кто-то, может, даже и замуж выйдет и найдет мужчину. Кто, например, пока нет семьи, и у них вот одиночество было. Вот тут прям посмотрите, как парочка прям вообще классно. Ну, может быть, не вы, внучка, дочка там, да, смотрите сами. Так. Потому что кто-то род, может, чистил. Может быть, кто-то замуж в роду выйдет, понимаете? Племяшка какая-нибудь. Это может быть тоже вам как знак, вот, новость о том, что, может быть, кто-то из ваших детей или что-то налаживаться будет. И вам это будет звоночек, что все-таки это улучшение, да, потому что пока мы не увидим физически, как бы, да, всегда у нас так, мы не верим, что улучшения пошли. Азия. Что-то с Азией связано. И Европой. Я ж вроде мешала. Взаимная помощь тут будет. Тут у вас какая-то взаимная помощь будет из этих стран. Почему они проигрались? Азия и Европа. Смотрите сами. Может, какие-то документы оформлять будете, чтобы заикариться, понимаете? Может, кто-то, может быть, один переехал, к примеру, да, в Европе, например, он сейчас живет. С разных же стран смотрит. Кто-то переехал, а потом он переведет свою там супругу, там, вторую половину как-то, понимаете? Взаимная помощь и выезд. По выезду какому-то. Да, подача документов. Тут что-то с документами еще будет. Видите? Выезд, подача документов. И Южная Америка тут. Не знаю, 3 страны какие-то. Я понимаю, что не все собираются путешествовать, но это точечно. Вот. Южная Америка, Азия, Европа. Тут кто-то куда-то будет перемещаться. Мосты какие-то наводить. Понимаете? Кто-то что-то, может просто документ, может просто карточку оформит из Азии, там, к примеру, живете в другой стране, чтобы вот можно было по всей стране оплачивать. Ну, тут много, кучу вариантов, поэтому как-то под себя. Подача документов. Ну, как-то так. Интеграция, я же говорю. Интеграция какая-то куда-то будет. Может быть, по работе, смотрите сами. И поможет вам вот это вот все. Что-то азиатская какая-нибудь компания. Понимаете, не обязательно вот тут вот не думайте буквально, что прям в Азию поедете жить, к примеру. У кого-то да, ну там. А вот просто партнер из Южной Америки. Интеграция, да? Или какой-то клип на Ютубе посмотрите, и вас это... Или ваших родственников. Вам это понравится, и вот эта мысль была именно из этой страны. Как-то так. И вы интегрируете внутри себя эту мысль.
Все, солнышки мои, вам прям один такой расклад, у вас какие-то прям интересные мосты наводить будете. Взаимная помощь. Ну все, ставьте лайки, пишите комментарии. А я с вами не прощаюсь. До новых встреч. Пока-пока.